О чем он сейчас молчит? Вот его молчание. Что он держит внутри себя? Вот он держит колесо фортуны, крутит, но не показывает. Чего он не показывает вам? Он не показывает вам, насколько вы шикарны. Занижая вашу самооценку, он специально держит вас, ваше императрическое величество, на том уровне, чтобы поддерживать свое императорское сиятельство. То есть, еще раз, ваше императорское величество, да, поддерживает, когда он вас обесценивает, еще раз, он вас обесценивает. Помните, да, вот здесь вот эта карта, то есть он встает в такую позу, типа, ты мне не нужна. Он очень молчит о том, что вы ему очень нравитесь, императрица. Что он скрывает от вас? Что он скрывает от вас? Общий расклад Таро на загаданного мужчину, на отношения, мысли, чувства, планы, действия, а также все, что он скрывает от вас сегодня, прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на своего мужчину. И начнем по традиции с того, что посмотрим, что за ситуация у вас в отношениях, на что она похожа. Ну или вы можете посмотреть, кто пришел на расклад Таро сегодня. На раскладе Таро у нас мужчина своенравный, с характером, с харизмой. Скорее всего, он лев. С большой долей вероятности это чистый лев, знак зодиака. Может быть овен, упертый как овен, и может быть целеустремленный как стрелец. Такой тип мужчины обладает, как всегда, не только харизмой и характером, но и властью. Предприимчив, может иметь отношение к власти как таковой и к политике в том числе. И своей какой-то деятельностью может заниматься. Но такой мужчина, знаете, противоречивый. Сегодня может говорить одно, завтра может делать совершенно другое. Да? Явно вы чувствуете, что есть какие-то тайны. Но помимо того, что вы чувствуете, что есть какие-то тайны, скорее всего, что вы еще чувствуете, что вам говорят неправду. Поэтому, скажу так, как минимум вы не доверяете своему мужчине в этой ситуации и чувствуете, что есть тайны. 7 мечей. Может быть, вы его когда-то уже уличали во лжи, да? Такой мужчина, знаете, как своего не отпустит. Вот если во что-то вцепился, или вот, например, зацепился за какую-то идею, то вот вывернется наружу, чтобы ее реализовать. И может быть еще такое, что немножечко такой жмотоватый тип может быть здесь по этой карте. И так скажу, материалист. Окей, что еще тут? Смотрите, для этого мужчины, которого мы здесь видим, важно свое дело, результат в своем деле, свой бизнес, результат в своем бизнесе, своя земля, результат на своей земле, достижения, он такой достигатор больше здесь, и важна обеспеченность или обеспечение, важны деньги. То есть деньги действительно имеют место быть, и они для него, знаете, как дьявол. Он такой финансово зависимый, и все в конечном итоге у него упирается в финансы, потому что здесь 4, а здесь 11, это, больше как будто бы дьявол. Окей, дальше смотрим. И такое, знаете, сегодня пришел, завтра ушел. То есть он как бы сам себе на уме, сам себе режиссер. И, знаете, вот он не боится делать какие-то жесты расставания. То есть не боится показывать, что ему все равно на вас, как на партнершу. Такое, знаете, вот какие-то такие интересные здесь вот сегодня отношения, что на раскладе у нас мужчина, который вот хитрит в свою пользу и где-то даже вот немножко пренебрегает партнером, партнершей женщиной, то бишь, вами, да. И да, вы, может быть, и замечаете это, и он, может, этого особо и не скрывает, но вы не торопитесь друг друга отпускать. Вот в чем такой момент интересный. Как бы
и не гонит, и не уходит как бы, и уходит как бы одновременно, да, вот такое вот пытается вас держать как бы в своем кругу, в каком-то своем таком, знаете, ну, можно сказать так, в своем окружении, что ли, да, и в этом окружении, да, ну, даже не в своем окружении, а в своем материальном мире, да, давайте так скажем, пытается держать вас в своем материальном мире и при этом где-то, может быть, делает вид, что вы не на первом месте все равно у него, то есть или до вас у него нет дела, или у него забот не в проворот, понимаете, вот забот не в проворот. Может быть, нет дела, да, вот такое вот. Или были какие-то у вас, уже были какие-то разрывы, да, и на фоне этих разрывов у вас происходили какие-то сцены такие, да. И вот он вроде бы как и ушел, отвернулся, да, а потом опять появился. Понимаете? Интересный такой тип, но хорошо, пусть будет какой есть, да. В общем, ситуация у вас достаточно неоднозначная, и где-то вас или сознательно обесценивают в этих отношениях, или просто у человека такой характер. Давайте пока так вот на этом и остановимся пока что, чтобы не усложнять, да, не усложнять ситуацию. Давайте посмотрим. Я вижу здесь все-таки вот этого короля жезлов, да, этот мужчина обычно рыжий, светлый, ну, светловолосый, именно светловолосый. Он с юга, может быть, смуглый тоже. Ну, и давайте так скажем, этот человек, этот мужчина, он любит как бы насаживать какую-то свою позицию. Давайте вот так скажем. Итак, давайте теперь спросим, вот такие инсайты пооткрываем о нем. Первое. Чем или что важно для него, или чем важно для него управлять на самом деле? Что важно ему в управлении? Да, вот так вот. Хорошо, даже не так спросим, но смысл, да, в том, что для него должно быть под контролем. Вот так. 13-й аркан. То, до чего у него есть страсть. 13-й аркан – это страсть в контексте материального мира. И этот человек, еще я вам так скажу, он боится потерять власть над тем, что ему интересно. То есть, что у него должно быть под контролем, то, что ему интересно. Соответственно, этот человек, скорее всего, эгоист. Эго у него, его частные интересы на первом месте. Все остальное такое. Хорошо это или плохо? Не хорошо, не плохо. У него такой характер. Как-то так. Хорошо. В чем он вас обманывает? Семерку мечей проверяем. В том, что у него финансовые трудности. Именно. Если он вам говорит, что у него нет денег, ну, по картам здесь не верьте, да, деньги у него есть. Карты говорят о том, что если он жалуется на какие-то финансовые трудности, все у него нормально здесь. Ну, как минимум ему хватает. Насколько у него все хорошо с финансами? Насколько у него все хорошо с финансами? Ну, он успешный человек. Да, у него не постоянно хорошо, и может быть он даже, знаете, как игрок такой, да, вот сегодня нету, но завтра у него есть. Или сегодня он гол, как сокол, как говорится, да, а завтра он сорвал джекпот. Так вот, этот человек в деньгах не нуждается особо, да, вот так вот. Поэтому он удачлив, он успешен. Ну, давайте так, если он предприниматель, бизнесмен, то он успешный человек. Да, может быть, не сегодня. Сегодня у него может быть и как бы фортуна от него отвернулась, но в целом он успешный. Если у него загашник, как говорится, да, или банка, да, или сбережения, да, они у него есть. Давайте теперь посмотрим, насколько он богат, насколько он успешен, этот человек. Ну, он достаточно успешен. 9 жезлов, этот человек в жизни добился, ну, такого материального благосостояния, что, ну, давайте так скажем, ну, не то чтобы ему завидовать, но ему как бы
есть куда развиваться, но можно и останавливаться. То есть, по сути, это человек очень самодостаточный, и можно сказать, что он не бедный. Так. По картам это так. То есть, результат здесь высокий у него. Если вы знаете, что этот человек полностью прогорел в ноль, вы можете знать. Тогда здесь может быть обратная сторона. Пятерка, да, 13-й аркан, пятерка и девятка, как бы колесо фортуны, то есть обратная сторона успешности всегда неуспешность. И она здесь может быть. Но мы смотрим больше на ситуацию, где карты какие-то подсвечивают, да, и мы эту подсветку с вами проявляем, да, вот отвечаем на те вопросы, которые актуальны именно по картам. Поэтому, да, этот человек может быть и банкротом, но если он себя объявляет таковым. А если он говорит, что у него просто трудности, то это трудности, которые преодолеваются, они не настолько трудны, и не настолько они, страшны, да, для него. Смотрите, 8 кубков, он как будто бы уходит. Когда он уходит, что он хочет этим сказать? Вот он, например, разворачивается, да, и уходит, не прощаясь. Или как будто бы вас отталкивает. Что он этим хочет вам сказать? Он вас просто держит в напряжении. Таким образом, он манипулирует вами. Но он не хочет, чтобы вы понимали, что он вами манипулирует. Он просто хочет, чтобы вы были в напряжении. Если, действительно, обычно, если человек один уходит, не объясняя ничего, да, как бы молча, знаете, какие-то жесты, то, что я говорил, он делает какие-то жесты, а потом раз, вроде бы как появляется. То есть, таким образом, он просто вас держит в напряжении. Но это есть способ манипуляции, один из способов манипуляции. Хорошо, давайте теперь спросим 13-й аркан. Что он скрывает под страхом, как говорится, смерти, да? То есть, что та тайна, которую он вам никогда не откроет, или хотел бы, чтобы эта тайна навсегда осталась за 7 замками, за 7 печатями. Какую тайну он вам никогда не откроет? Смотрите, здесь такая прям тайна не тайна. Он очень много думает о вас двоих. Но среди этих мыслей есть не только вы, как партнерша, но есть и какие-то другие связи. Поэтому он в мыслях своих сравнивает вас с другими. Чего ему в вас не хватает? Чего ему в вас не хватает? Знаете, ему кажется, что вы не так как бы добры с ним. Правда это или нет, напишите. Но здесь противоядие. И ему в вас не хватает мягкости или... знаете, есть люди как бы токсичные, да, и вы для него, такой токсичный человек. То есть, может быть, вы его критикуете и так далее. То есть, ему не хватает от вас согласия. То есть, когда вы не согласны с ним, его это выворачивает. Но, опять-таки, у него такой характер, и он эгоист, вы же помните об этом. Поэтому, и есть люди, которые вот по своей сути, они... руководители, да, или начальники, или директора, или, тираны и так далее. Здесь король жезлов, на секундочку, ему важно иметь власть. Поэтому вы недостаточно для него мягки и недостаточно услужливы. То есть вы недостаточно под него прогибаетесь. Вот так вот, да. Окей. Видит ли он с вами судьбу? Связать судьбу, да, то есть судьбоносные отношения, или как он воспринимает ли он ваши отношения как судьбоносные, вот так вот спросим. Он их изучает, то есть вы сами, ваши отношения в том числе, на данный момент проходят ту стадию, где он пытается понять, что это такое. Возможно, поэтому он много сравнивает вас в своих мыслях с другими. Окей. Хорошо. Что на материальном уровне он не хочет вам показывать? Что на материальном уровне он не хочет вам показывать? Или даже чем он не хочет с вами делиться на материальном уровне?
Вот он считает, что это его и ничье больше. Что он вам не даст на материальном уровне? Ну, смотрите, а он вам не сделает больно, это тоже хорошо. То есть он вам не причинит боль. Неплохо, нормально уже тогда. Ну, какое-то неплохое проявление этой карты, да, получается. Хорошо. Насколько серьезны его жесты, когда он от вас отворачивается? Насколько серьезны его жесты, когда он вас отворачивается, от вас уходит и таким образом держит вас в напряжении? Вы знаете, я вам так скажу, когда он от вас вот так вот отворачивается или пытается уйти, это говорит о том, что он не хочет вас терять. Таким образом, он держит вас возле себя. Да, он манипулирует вами, но тем не менее, когда он от вас отворачивается, это не говорит о том, что он вас бросает. Смотрите, у него такое, знаете, это у женщин так часто бывает, да. Если женщина сказала нет, то это еще не значит, что это нет, да. Ну и не значит, что это да, с другой стороны. Так вот, здесь получается так, что когда он от вас отворачивается и держит вас в напряжении, он таким образом держит вас рядом, ну как бы на поводке, получается. Так ведь? Не так ли? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Хорошо, о чем он думает прямо сейчас? Давайте посмотрим его мысли. Вот его мысли. Давайте посмотрим его мысли по отношению к вам. Что он думает к вам прямо, о вас прямо сейчас, да? Что он думает о вас прямо сейчас? Ну, конечно, он думает не только о вас, а еще о своем бизнесе, о своей работе, о своих делах, но он планирует продолжать с вами и понимает, что ему с вами далеко не легко. Поэтому он такой думает, вот экземпляр мне попалась. Но, тем не менее, я приложу еще усилий. Да, я потрачу свое драгоценное время. Да, я потрачу свои драгоценные силы. Да, может быть, я ей ничего не дам, но я буду прилагать усилия. То есть, он думает о вас, двоих, я имел в виду по этой карте, что даже если вдруг кто-то и есть, он все равно будет прилагать усилия в этих отношениях. И все будет делать для того, чтобы держать вас в напряжении по вот этой карте. Неплохо пока что. А что он чувствует к вам? Проверим это противоядие. Но он чувствует, что вы в последнее время что-то сильно охладили друг другу. И он чувствует это охлаждение. И он чувствует, что он охладел. Чувствует, что вы охладели. Но также он чувствует, что вы страдаете по нему, по этому человеку. То есть он чувствует вашу сердечную боль. Окей. О чем он сейчас молчит? О чем он сейчас молчит? Вот его молчание. Что он держит внутри себя? Вот он держит колесо фортуны, крутит, но не показывает. Чего он не показывает вам? Он не показывает вам, насколько вы шикарны. Занижая вашу самооценку, он специально держит вас, ваше императрическое величество, на том уровне, чтобы поддерживать свое императорское сиятельство. То есть, еще раз, ваше императорское величество, да, поддерживает, когда он вас обесценивает, еще раз, он вас обесценивает. Помните, да, вот здесь вот эта карта, то есть он встает в такую позу, типа, ты мне не нужна. Он очень молчит о том, что вы ему очень нравитесь. Императрица, абсолютная женщина, да, или архетип матери. Поэтому он молчит о том, что вы для него действительно дороги. И смотрите, здесь 4 пентаклей, колесо фортуны, ключи, письмо, да, то есть информация, и императрица. То есть вы для него тот человек, который ему дорог, но он не может показать, что он не король. Он тогда обесценивает императрицу. Достаточно спорная модель поведения, но хотя вполне реальная. То есть в пространстве вариантов вообще есть все. Вы прекрасно понимаете. Да, может быть, я рассказываю не о вашем конкретном случае или типаже, а вы что-то смотрите свое, да, находите. Но такие, поверьте, бывают. Хорошо. Чувствует ли он вашу боль? Насколько он чувствует? Давайте вот так. Насколько он чувствует вашу боль? Хотя он не должен вам причинять эту боль. Странно.
Он чувствует вашу скованность. Боль не чувствует. Боль не чувствует вот эту. А скованность чувствует. Ответ нет, он боли не чувствует. Здесь карта нет. Хотя он чувствует остывание. То есть он чувствует вместо боли остывания. Может быть, вашу обиду. Может быть, где-то ваши страдания, но не боль. Может быть, вы не показываете ему эту боль. И он чувствует то, что вы не можете ничего сделать с этим. То есть он чувствует, что вы как будто бы парализованы, да, вот в этой ситуации, да. Ну, может быть, вы парализованы от боли, ну, хотя вы точно ее не подаете. Но у вас же императрица, у вас ресурс. Хорошо. Действительно ли он любит вас? Давайте спросим. Действительно ли он любит вас? Вот эту карту проверим. Действительно ли он любит вас? Он вас добивается таким образом. И да, это растущие огненные чувства, и да, это победитель, и да, это лев. То есть он вас добивается. Может ли это быть любовь? Да, здесь в этом процессе вот так он проявляет свои чувства. Теперь я хочу спросить у карт Таро. Какие тайны у него от вас есть еще? Что он еще скрывает? Мы не можем сейчас это знать. Пустая карта. Может быть, оракул говорит, что больше ему нечего скрывать. Хорошо, видите, спросили, и выпала пустая карта. Но следующая у нас, это мы вот эту вертикаль проверяем, но следующая карта у нас как раз хитрости. Давайте еще раз спросим, что он все-таки скрывает от вас. Ну, нечего ему скрывать больше. То, что я вот проговорил, да, вот эти аспекты, у него идет обновление, процесс. Ну, может быть, этот человек что-то потерял недавно, ну, в материальном мире, и сейчас он это восстанавливает. Ну, давайте я так скажу. Если он что-то и скрывает, то он скрывает то, что он обновляет, то, что утратил. Может быть, это даже и здоровье, не обязательно деньги. Может быть, это его власть. А может быть, он возобновляет власть над вами. Потому что здесь шестерка жезлов – это вновь обревший власть над ситуацией. Да? Хорошо. Какая тайна есть в этих отношениях между вами и ним? Какая тайна в отношениях по судьбе у вас? Или судьбоносная тайна? Эти отношения могут еще развиваться. Мы видим здесь сад. И тайна, если и хранится, то она хранится в окружении вашем. Ну, мы здесь видим, конечно же, женщину, но я пока что скажу так, что мы не будем здесь добавлять в этот расклад пока посторонних лиц, а просто скажу, что в этих отношениях есть потенциал, не раскрытый пока что еще, но он может раскрыться. Давайте спросим, чего он конкретно хочет от вас, чего он добивается, от вас, но не говорит об этом прямо. Ну, смотрите, он действительно держит вас в напряжении, он сохраняет интригу, но таким образом он, Маттерхорн все-таки, да, еще та вершина, одна из самых опасных, кстати. Но, может быть, К2, да, с ней посоревнуется, да, так вообще это одна из самых опасных вершин в мире. Тем не менее, смотрите, чего он от вас добивается. Он добивается, чтобы ваша неприступность была не такой неприступной. Он добивается от вас того, чтобы он вас добился. Дальше. Валет мечей. О чем молчит он прямо сейчас? Ну, вы это знаете. Вы и так это знаете. Проверяем. Ну, он молчит о том, что его что-то очень сильно бесит. Прямо бесит, испепеляя изнутри. Он молчит, скорее всего, о страсти к вам и о своих делах. Этот человек, он такой, как бы, знаете, находится на растяжке между своим миром и миром вашим. Поэтому не удивляйтесь иногда, что он отворачивается от вашего мира. То, что он от вас отворачивается, это не говорит о том, что он не добивается вас. Действительно ли этот человек такой неоднозначный? Давайте спросим. Чудаковатый, может быть, странный. А вот она, карта этого расставания. Да, этот человек таким образом
налаживает отношения. Видите, расставание, вот он, вот вы уходите, он уходит. То есть вы когда спиной к спине, это дает некий импульс, чтобы возвращаться друг к другу. Хорошо, почему так происходит, давайте спросим. Почему у вас эти расставания происходят? Потому что вы торопитесь. Ну, может быть, даже, давайте так скажем, потому что торопится он, а насколько торопитесь вы можете написать в комментарии, торопитесь ли вы. Потому что здесь кто-то торопится, да. Хорошо, давайте спросим, а нужно ли вам торопиться? Нужно ли вам торопиться? Нет, вам не нужно торопиться. Луна – это очень медленная карта. Ну, как минимум, она не быстрая, да, такая, чтобы как мотоцикл был. Вам торопиться некуда, и в вашем распоряжении как минимум месяц. Это минимум месяц, а может быть и даже и год. Поэтому, давайте так скажем, торопиться вам точно некуда. Давайте спросим, есть ли люди, которые действительно мешают вашим отношениям в этом конкретном случае? Ну, выпадает порча, возможно. Мы опять-таки сегодня не делаем диагностики на наличие негатива возможного, да. Но прислушайтесь, если вы чувствуете, что есть порча, делайте личную диагностику. А так, да, порча есть. Скорее всего, кто-то вам подгаживает. Давайте спросим, кто этот человек, который вам подгаживает в этих отношениях, подпорчивает, да. Человек этот на на расстоянии, может быть как-то связан с полетами, с авиацией, может с птицами, с перелетами, может быть связан с воздухом, может быть связан с цифрой 2, 8, 10, 16. Но этот человек скорее на дистанции. Давайте посмотрим еще, что мы можем о нем узнать, об этом человеке. Да, здесь, видите, человек на дистанции, скорее всего, связан каким-то образом с темными силами, князь тьмы, то есть он работает, обращается к темным, да. Давайте спросим, кто это, мужчина или женщина, вот так. Развилка обычно это женщина, это вообще дама бубновая, поэтому, скорее всего, это женщина. Но мы все-таки гадаем сегодня на мужчину, поэтому вероятнее всего, что это женщина. Но это же просто логично, да. Ну, да, такое есть. И если вы знаете, что там никого у него нету, да, и он там какой одиночка, там прям такой, ну... Тогда это может быть какие-то ваши внутренние конфликты, да, и ваши ангелы и демоны борются, да. Давайте чуть больше об этой женщине. Кто эта женщина? Кто эта женщина? Но она или с ним отдыхает, или отдыхала, или действительно находится где-то далеко от него, в районе, где люди отдыхают. Может быть, на море, может быть, в какой-то красивой экзотической стране. Вот такой вот. Ну, что еще можно узнать? Ну, как минимум, давайте еще одну карту вытащим, и хватит, а то мы углубились прям. Либо она вам мстит, да, ну, либо это давнее прошлое этого человека. Вот так вот. Хватит сегодня здесь, да, с этой женщиной разбираться. Давайте спросим, нужно ли действительно, что скажут высшие силы, ну, по мнению высших сил, нужно ли вам развивать эти отношения, да, поддерживать эти отношения. Так ли они вам важны, эти отношения? Или как высшие силы видят ваши отношения? Мы сегодня к духу не обращались, давайте посмотрим. Ну, здесь, знаете, как такое, вы оба, как говорится, не подарок. Вы нашли друг друга не просто так, да. Нужны ли они вам? Да, нужны для того, чтобы прорабатывать своих каких-то демонов, да. Здесь вот уже есть демон, князь тьмы. Да, нужны. Это и страсть, это и где-то может быть секс, это и творчество, и это благодаря тому, может быть, даже, что он вас обесценивает, вы прорабатываете свою самооценку и свою самореализацию. Такое, кстати, очень часто бывает. Давайте спросим дальше. Если вдруг вы уйдете, будет ли он вас возвращать? Да, скорее всего, будет, но вам от того, что он это будет делать, будет как-то неловко, и может быть не то, что даже неловко, а будет как-то жестко, да, то есть лучше бы вы этого не делали, да, то есть лучше бы это не происходило, потому что это огонь, 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 очень много огня, то есть это будет его как бы гневить,
этого человека. То есть, да, если вы сделаете вот такой жест, как он, его это очень сильно затронет. И это может, знаете, как, ну, давайте так скажем, обжечь вас обоих. Вот этот мне идет поток здесь. Хорошо, как именно это вас обожгет обоих? Как именно обожгет? Но это может поставить ситуацию в глухой угол или в тупик. Поэтому я бы вам не рекомендовал рисковать. Пока что не нужно так делать. 9 мечей не самая лучшая карта, чтобы вы делали какой-то жест. Хорошо, какой жест вам можно делать? То есть, что вам можно делать? Ну, видите, эти отношения вам даны для того, чтобы вы прорабатывали себя, свою самооценку, свое саморазвитие, свою самодостаточность, свой бизнес, свою работу, свою независимую финансовую и свой финансовый канал. Поэтому, может быть, даже если вам выгоден этот мужчина, если он при деньгах даже, он достаточно здесь такой зажимистый, да, ну, вам где-то все равно вы что-то прорабатываете со своим финансовым каналом. Хорошо, давайте спросим такой вопрос. Что вам категорически нельзя делать? Осуждать его, идти в конфликт, идти против закона с этим человеком. Еще раз, осуждать его, идти с ним в конфликт и идти против закона. И думать, что вы умнее его. Не думайте так. Вы его не обхитрите. Ну, как минимум, рискуете. Ну, взрывоопасная тут ситуация. Чем вы рискуете в этих отношениях на самом деле? Вы, может быть, даже рискуете свободой, здоровьем. Не буду говорить жизнью, но мечи. Физической болью и заточением. Интересно. Действительно ли этот человек для вас опасен? Опасен, да, и может быть не свобода, будьте осторожны. Это не свобода может быть как кармическая, кармически узловая, так и не свобода в аспектах государственных каких-то зависимостей. Что вам советуют карты Таро прямо сейчас? Прислушайся к закону высших сил, прислушайся к закону того государства, в котором ты находишься, прислушайся к своему сердцу и реши уравнение с 3 неизвестными.